Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Марк. Он написал мне в телеграм-канале о том, что эта каточка мне очень понравится, хоть он там и наделал ошибок, и, соответственно, мы их 100% подметим. Ну, посмотрим, что он такого нам интересного уготовил, поэтому, ребят, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам вечера. Также, ребята, хочу вам напомнить, что я работаю без выходных, и, возможно, я буду уставший и не смогу снимать рубрику. Поэтому уж что, ну, думаю, вы войдете в мое положение, и, соответственно, вместо рубрики там будет вырезка со стримов. Ну, короче, то такое уже, то такое. Перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в игру, я хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение, ссылка на запись в моем телеграм-канале, где я все подробно описываю, что нужно для этого сделать. Поэтому, как перешли на мой телеграм-канал, обязательно на него подпишитесь, потому что я там буду писать всякую информацию, соответственно, по стримам, по игре и тому подобное и так далее. Но самое главное, это чат-комьюнити, где мы все переписываемся, общаемся, ну и там можно позадавать свои вопросы, если кому что непонятно, и получить максимально быстрый фидбэк. Вот. Ну, не забудь, соответственно, поддержать этот ролик своим лайком. Если ты не подписан, то подпишись. Много качественного контента выпускаю. И я думаю, прям заходит на ура. Ну, соответственно, об этом вы напишите тоже в комментариях. Итак, мне уже интересно, что же он нам здесь такого уготовил. По легендарным фигурам, что я здесь вижу? Я, во-первых, вижу здесь легендарные роллы, легендарные механизмы. Можно будет что-то такое замутить. Вижу, есть дизраптор и дух пятерка легендарный. В принципе, можно много чего интересного замутить. Так, я вижу уже скилл обнаружен. У двоих как минимум. У одного луна в 2 звезды, у второго гоблин-убийца в 2 звезды. И на самом деле у тех, у кого находится гоблин-убийца в 2 звезды, идеальная экономика становится. Потому что, во-первых, и сильный персонаж. Ну и во-вторых, это деньги. Деньги за убийство крипов, либо героев они получают. Один раз, конечно, но на самом деле вот эти вот деньги на старте, они очень-очень-очень влияют. Так. Маска. Конечно, маска ему никуда не заходит, и это прям обидно. Вот это я, конечно, не ожидал увидеть. Он просто взял и сролил 2 предмета на 4-м раунде. В принципе, так делать можно, если ты прям уверен в своем столе, что он 100% будет тащить, но вот предметы тебя могут подвести. И вот он сейчас это нам и продемонстрировал. Ну, тут, конечно, луна заряженная с маской берсерка, с темным лордом. Ну, не, это, к сожалению, тащиться не будет. К сожалению. Ну ладно, ничего страшного. Чем тяжелее игра, тем, соответственно, интереснее ее смотреть. Так. Мне показалось на мгновение, что это не огр, а это панда. Я думаю, такой, опа, панда упала, сейчас будет контент. Но нет, но нет. Кстати, ребят, я уже 1000 раз говорил, я агра, скажем так, максимально продвигаю в массы, но тот, кто не покупает агра, много чего лишается. Во-первых, Огр сейчас кастует без маны, то есть он с первой секунды раунда начинает накидывать свою способность, и это, грубо говоря, рефрешер, то есть закастивая способность, она сразу откатилась, и сразу закастилась другая способность, и на самом деле Огр очень приятный персонаж сейчас, и я рекомендую его убрать, если у вас есть герои, которые с прокаста нормально так наносят. Допустим, у вас есть условный какой-то тинкер, вы собрали агра в 2 звезды, соответственно, Огр на 2 цели накидывает свою способность, и когда Тинкер закастует 1 раз ракетки, он закастует сразу 2 ракетки. Это прям очень сильно, поэтому, ребят, от агра, если есть возможность, не отказывайтесь. Очень приятный персонаж. Вот. Ну и, в принципе, все. Будем сейчас разбирать эту игру. Мне уже, на самом деле, как я сказал в начале, мне очень интересно, что он нам такого подготовил. И что же здесь будет такого интересного, прям интересного. Кстати, после того, как у меня закончится куча смен подряд, я буду запускать стрим, и, возможно, этот стрим будет на несколько часов, то есть от 2 и больше. 2 это как бы стандарт, да, я всегда по 2 часа стримлю, но в целом, может быть, 3 часа будет, может быть, 4, ну, там уже как пойдет. Загадывать наперед не хочу, но вот, скажем так, такой вот бонус, потому что я много не стримил, и, соответственно, много чего надо будет наверстать. Но вот какой конкретно стрим будет, я на самом деле не знаю. Возможно, стрим будет с подписчиками, а может быть просто соло-ранах. Итак, он, получается, уходит полностью в экономику, собирает жрецов. Жреца он, если что, в 2 звезды, хотел сказать, в 3 звезды собрал. Жреца он собрал в 2 звезды, это, в принципе, норма.
Он его, как, скажем так, 3 монетки на него потратил, соответственно, за 3 монетки и продаст. Это на самом деле огромный плюс для фигур однозвездочных. То есть ты просто потратил 3 монетки, ты в любой момент можешь их себе вернуть. Просто продашь и вернул себе 3 монетки. На самом деле так иногда можно делать. Ну, если, соответственно, вы уверены, что эта фигура вам поможет. Тут он играет через лустрик. И на самом деле есть, ну, есть свой, скажем так, свой шарм игры через лустрик. Кстати, собака у него такая красивая, вы посмотрите. Я тоже хочу такую собаку. Правда, на самом деле персонаж собака такой себе. Но в целом, баф людей под жрецов через лустрик, это прям то, что доктор прописал. Опа, баночка ему сразу 6 хп восстановила. Короче, в чем суть игры через лустрик? Во-первых, это куча денег. То есть, есть винстрик, за который вы получаете плюс 3 монетки за серию побед, а есть лустрик, за который вы получаете плюс 3 монетки за серию поражений. И вот, соответственно, за серию поражений, в чем шарм, да, вот я вот сказал, в чем же шарм вот этой вот игры за серию поражений? Ну, смотрите, первое, это экономика. Если вы делаете все красиво, все прекрасно, это обалденная экономика. То есть, ну, там, конечно, столы уже огромные, и он правильное решение принял то, что он будет играть через лустрик, потому что не факт, чтобы он что-то собрал сильнее. Вот, в чем шарм? Во-первых, вы можете проанализировать в течение 10 раундов, что вам идет, и от этого уже отталкиваться. Вот, вы уже проанализировали, смотрите такие, так, ну, мне, в принципе, неплохо, там идет нежить, охотники, воины. И вот есть такой момент в этой игре, что игра на каждую игру что-то подкручивает по выпадению. То есть, ну, это, по крайней мере, то, что я заметил. Что-то тебе идет больше, а что-то идет тебе прям категорично меньше. И какой бы танец с бубном ты ни делал, тебе это идти будет намного меньше, нежели вот другие синергии. Ну, не знаю, как это сделали разработчики, либо же это просто мое, знаете, воображение там играет. Но в целом, я думаю, суть вы уловили. Там уже хитреца выловили. Я уже за хитреца говорил. Хитрец это, конечно, это имба. Она тупо будет делать игру. Особенно если вы раннюю кунг-фу собирали. Ну, в принципе, у меня есть ролик на канале, где хитреца в 3 звезды подписчик собрал и полностью реализовал его. Вы, в принципе, все видели. Один герой, который разносил все столы. Сильно? Еще как сильно. Поэтому, если вы играете через пант и вам падает хитрец, а это одна из самых сильных фигур. Котел. Но это баф людей. Ну все, надо брать немножко уровень и выставлять себе баф людей. Вот мне на самом деле нравится, когда покупают баф людей ранних. Он, походу, ставить не будет, да? Или будет? Ну надо, Марк, надо. Я понимаю, что ты хочешь в деньги, но... Ну, хотя на самом деле, типа, один раунд потерпеть можно. Он сейчас на 10-м раунде выставит себе баф людей, поставит себе более-менее сильный стол, поставит себе агра, даже 2. Они, соответственно, закастуют свои способности. И, ну, короче, это нормально, то, что он сейчас делает, то, что он не выходит в уровень. И не ставит себе баф людей. В принципе, 2 опыта пожертвуют. Думаю, тут ничего страшного такого нет. Но, если вам падает ранний баф людей, и вы играете через лустрик, ребят, это имба. Я уже как-то говорил о том, что если вы играете через лустрик, вы, соответственно, ставите просто себе баф людей и кайфуете от жизни. За 10 раундов вы получаете 20 опыта только от синергии людей. Это 20 монет. Эти 20 монет могут очень жестко зарешать. Я, знаете, как-то, ну, обожествляю этих людей, потому что они реально очень полезные. Поставил себе баф воинов. Я сначала думал, что он поставит агров, но он поставил баф воинов. И на самом деле норм. Почему нет? Клевер, я думаю, он скипнет сейчас, потому что он ему не нужен. Да, он скипает по итогу. Ну вот на самом деле я хочу подметить то, что клевер вот так вот скипать не совсем надо. И я бы не кидал в него сейчас кольцо. Не надо. Закинь в тиника. И либо в собаку. Лучше, конечно, в собаку. Почему я говорю, что не надо закидывать кольцо в котла? Потому что котел прыгнет в крайний правый угол, либо в левый. И, соответственно, его сразу начнет голем бить. Ну, я думаю, дальше вы итог сами понимаете, какой будет. Судя по тому, что я вижу у него со старта, раз ему так люди идут, тут, скорее всего, будет какой-то лютый прокаст через драконов. И на самом деле, последним временем, не знаю, то ли я так повлиял, что я выпустил столько роликов с драконами, то ли что. Ну, короче, драконов в игре стало очень много. Причем
люди начали понимать, что драконы это очень сильно, особенно если у вас сильные есть герои, которые через проказ дамажат. То есть есть стан Кун, Китайт и тому подобное. Кстати, рыбалка там есть у него. И он взял рыбалку, я так понял, да? А то я немножко не увидел, что он там взял. И сейчас, кстати, еще один момент озвучу, о котором тоже мало кто знает, но, думаю, догадывается. Аптечка. Ой, я за аптечку вообще забыл. Я что-то как-то ее сразу не увидел, но то, что ему аптечка упала, это имба. Я сначала, ну, просто так быстро кликнул, что я увидел только, по сути, рыбалку, и все остальные реликвии я даже не увидел. И зарандомил он ее, не зарандомил, этого я тоже не увидел. Ну, короче. Ага, он хочет себе несколько пар арканцов. А для чего? Вот это интересно, конечно, он сейчас так делает. Инсектоиды, судя по всему, тут будут в игре. Потому что я вижу, уже есть змейка, и есть бруда. Так вот, по поводу момента, о котором я хотел сказать. Смотрите, мало кто знает о том, что за 10 раунд, за центрального моба вы тоже получите деньги. Но деньги вы получите только на начале отчета следующего раунда. Вот так. О, баф магов. А, решил баф магов не ставить по итогу. Ну ладно. Я бы на самом деле на его месте бы баф 6 людей собирал. У него есть все шансы собрать себе 6 людей на 15 раунде, поставить себе баф 6 людей. Это тоже неплохо на самом-то деле. Но, ладно. Хозяин-барин. Моя любимая фраза. Хозяин-барин. Он сам решит, что ему делать. Я так понимаю, он еще хочет убить заблокировать, потому что уровень он не берет. Ну, не знаю, имеет ли смысл это сейчас заблокировать. Хотя на самом деле имеет смысл, потому что есть же реликвия рыбалки. Поэтому он может спокойно убить, заблокировать. И там на 20-м раунде ему, допустим, условно упадет эта рыбалка. Он все деньги себе вернет. Не на 20-м, так на 30-м раунде. Конечно, в идеале на 20-м, потому что экономика очень важна. Потому что это его развитие, все такое. Но тут у пареньков, конечно, огромные столы. 4 двойки. У одного, у второго. И там, кстати, еще один парень играет через лустрик, что тоже важно. Баночки ему неплохо восстанавливают хп. Убийцу он заблокировал. Интересно. То есть у него уже есть какой-то изначально план. И он будет его придерживаться. Интересно. Кстати, там в реликвиях была мастерская бума. В принципе, я думаю, он дождется все-таки 20-го раунда. О, там уже хитрец в 2 звезды. Вы посмотрите просто стол на топ-2. Посмотрите на этот стол. Хитрец в 2 звезды. Абадон в 2 звезды. Жесть. Нормальный такой стол. Марк обращает внимание на это. Кстати, Марк мне написал в Телеграм о том, что он начал играть с компа. И говорит, что ему намного комфортнее играть через компьютер. Так что вот так вот, ребят. На телефоне, конечно, он говорит, что сейчас он намного все быстрее делает, но я уверен, что это дело всего лишь времени. Поиграет несколько дней через компьютер и поймет, что на компьютере играть намного-намного удобнее. Если что, то не только на 10-м раунде вы получаете за центрального, самого главного моба деньги. Вы получаете еще и на 15-м раунде. Ну да, на 15-м раунде. Там антимага уже нашли. Мой самый любимый герой, самый балансный. Антимаг. На самом деле, я пока не могу понять, что он хочет. Но судя по тому, что он смотрит на духа пятерку и на дизраптора, то он хочет сделать идеальную комбинацию. Это дух пятерка плюс дизраптор. На самом деле, это чуть ли не самая мощная комбинация. Вот реально, чуть ли не самая мощная комбинация. Предметы пока никому не дает, он хочет и дальше жестко проигрывать. Ему нужно только опасаться этого вот паренька, который играет через лустрик тоже. Потому что если он придет, ему собьет лустрик, то он будет очень много денег терять. Я, кстати, не заметил, сколько там баночка хп ему восстановила. Так, цветку взял. А может все-таки агра вместо антимага? Я как-то в агра больше верю. Но он не хочет. Ладно. Окей. Я бы агра поставил. Угу.
Вот как он поступил. Баф богов он разобрал. Но туда можешь вместо Марса поставить Агра. Он лишним не будет. Ну, минус Агра есть в том, что если он закастует на ту же собаку, свою способность, то собака всего лишь один раз перевоплотится, и все. И будет неприятно. Будет очень неприятно. Кстати, я только сейчас обратил внимание, что у него шахматная доска другая. На самом деле у него сейчас не все так радужно, потому что у него на 15 раунде 55 хп. А баночек у него нету. Мне вот интересно, будет ли он ждать 20 раунд, чтобы переделать предметы? Ну, кристалл маны плюс 50. Прикиньте. Так, ну это будет не инсектоиды 100%, потому что он мать насекомое скипнул. И мне на мгновение показалось, что он хочет собрать себе инсектоидов. Но нет. Так, дальше через лустрик. Сейчас уже 8 уровень у него будет. Это хорошо. Я б антимага на его месте не продавал. Антимаг ему, если что, поможет вырваться из самой плохой ситуации. Он хочет арканцы все-таки понаходить, поэтому будет ждать арканцы. Хитрец, кстати, под синергию кунфу. Ну, в целом, синергия кунфу, если кто вдруг не знал, она пробивает щит жреца. Кунка. Хорош. Но это скилл. Это 100% скилл. Я бы стол, наверное, уже делал бы посильнее на его месте, потому что он слишком много уже в лицо получает. У него 44 хп осталось. Так, инсектоиды 100% там собираются, там уже есть заготовка, есть там антимаг. И немного инсектоидов. Окей. Так, делают уже немного себе сильнее стол. Парень там на лустрике. Ну, я думаю, он не будет убирать свой стол ради этого чувачка. Да, он потеряет, соответственно, свой лустрик, хотел сказать винстрик. Ну, ничего страшного. Вот, кстати, он и пришел. Сэкономит хп, назовем это так. Там Тинкер уже в 3 звезды у молодого. На самом деле, меня больше смущает тот парень с хитрецом 2 звезды. С хитрецом 2 звезды может разваливать, будь здоров. Дум. Дум это хорошо. На самом деле, у Марка такие обалденные стили на персонажах. Прям кайф. Кстати, много кто пишет в комментариях о том, что типа стили такие жесткие иногда, что ты не понимаешь, что это за персонаж. На самом деле, ребят, все просто. Смотрите. Вот, допустим, в людях есть фиолетовая фигура, да? Это воин плюс человек. Кто это? Это кунка. А маг плюс человек фиолетовый — это котел. Так можно спокойно разбираться вот во внешках, если кто не понимает. Не знаю, мне на самом деле, ну, скорее всего, мне это понятно из-за того, что я много играю. Ну, как много? Частично много играю. Короче, вы меня поняли. Яйца, конечно, ему идут обалденно. У него уже 2 кунки. Ой-ой-ой. Но это хорошо. Это прям приятно. Что же он тут уготовил такое? Какой у него план? Вот на самом деле, знаете, я когда каждый раз начинаю комментировать рубрику, у меня начинается, знаете, режим догадок. Предскажу я то, что он будет собирать, или не предскажу? Вот в чем вопрос. Кстати, уровень он не берет почему-то. Думает, походу. Лустрик поставь! Лустрик! Ну, у тебя сейчас слабый стул и расстановка не очень. Ну, что ты лустрик не поставишь дальше? А, наверное, из-за того, что этот слабый персонаж к нему пришел. Наверное, из-за этого он не поставил. Ну, ладно. Окей. Да, в принципе, сейчас будет 20 раунд. Много он не вытащит. Да, в принципе, из-за этого он и делает. Ух ты, Омник! Но это мощь. Это явно мощь. Кому душу продал за такое, не понятно. Еще... Боже, возьми 2 волшебников. А ты мог... А, ну, в принципе, может и так поставить баф людей. Я только хотел сказать о том, что, типа, почему ты не взял 2 волшебников, может, поставил бы... Ну, мог бы поставить себе баф людей. А по итогу он просто так их нашел. Ну ладно, фартануло ему. На самом деле...
На самом деле... Инвокера убери. Вот, ребят, по поводу инвокера. На мобах не ставьте его. Особенно, если вы играете через прокаст. Вот эта вот бесполезная магическая фигура, знаете, что может сделать? Вы дадите прокаст, а вот этот вот бесполезный персонаж всех их в воздух подымет. И все. И ты чилишь, сидишь. Потому что весь твой прокаст полетел в молоко. Меня так бесит этот герой. На самом деле, почему разработчики не сделают таким вот образом этого героя, что ты мог просто спокойно выбирать ту способность, которая тебе нужна конкретно в этот момент? Почему они такого не сделают? Почему? Я не понимаю. Вот серьезно. Вообще не понимаю. Эмпреска, ё-моё. А я знаю, что здесь будет. Знаете, что здесь будет? Он будет играть через дубликаты. Либо же он будет играть сейчас через эмпреску и, соответственно, через какой-то билд, например, он будет играть через зверей. Либо же он будет играть через дубликаты. А он собирается играть через дубликаты, судя по всему. Да, это жестко. 2 кунки у него, 2 инвокера уже. Он сейчас арканцы закинет в импреску, и там будет у него 3 пары арканцов. Арканцы, дай в импреску, ну. Арканцы в импреску. Нет, арканцы в импреску дай. У тебя сразу будет плюс 60 маны от импрески. Марк, ну не разочаровывай меня. Не скажи, что ты не знаешь, как это работает. Марк. Марк. Ну, миндальная связь, ну давай, ну что-то у тебя должно щелкнуть в груди. В сердечке твоем. Ну, в импреску отдай арканцы. Ну, будет же 3 пары арканцов у тебя использоваться. Ну, родники ты мой, ну пожалуйста. Ну, сделай красиво. Ну, не разочаровывай меня, пожалуйста. Марк. Давай, на следующий раунд. Сделай красиво. Не подведи меня. Пожалуйста, арканцы отдай. Арканцы. Нет, отдай арканцы. Арканцы вам в импреску. Арканцы в импреску. Аллилуйя. Не, ну зачем? О, фух. Просто вот эти вот эмоции, вот эти вот эмоциональные качели. Марк. Не надо так делать. Не надо. Не надо. Думу убрал. А почему? 2 моментальных дума, это сильно, как по мне. Ну ладно, ну хозяин барин. Кто вдруг не знал, то когда вы закидываете в эмпреску арканцы, то, ну и соответственно у вас есть синергия цвет максимальная, то появляется 3 эмпрески с арканцами, и соответственно это плюс 60 маны со старта. Это вдруг кто не знал. Это прям очень сильно. И да, он будет играть через дубликаты. Ну, в принципе, окей. Почему нет? Может себе позволить. У него есть сейчас 2 пары арканцов, но по сути у него сейчас, ну даже не 2 пары, у него сейчас 5 пар арканцов, потому что благодаря бафу цвет появится еще 1 кунка с арканцами. И соответственно это будет куча-куча маны. То есть это плюс 100 маны со старта. Вкусно? О да. В радиусе 3 клеток причем. То есть там все начнут кастовать. Ну, по идее, если мы сейчас фартанет с фигурами, то он здесь всех выиграл. Единственное, что его может остановить только тот парень, у которого будет стол в разы сильнее. И ему не хватит тупо урона. Дизраптор. Но тебе надо брать уровень, как по мне. Надо брать уровень. Надо. Марк, надо брать уровень. Бери себе 10-й, чтобы у тебя было больше. Хотя на самом деле можешь усилить свой стол, вообще плевать. Ну просто, если он планирует играть через легендарные дубликаты, то ему необходимо будет найти легендарные фигуры. Есть Дизраптор, хотя на самом деле ему фартануло и на инвокера. Может и минеры придут. Но самое главное то, что к нему пришел бы дух пятерка. Вот это вот самая главная фигура, потому что у него куча контроля будет из-за кунки. Поэтому ему надо будет найти по-любому духа пятерку. Так, вот парень с кучей 3-звездочных фигур. Сильно. Порвал его, кстати.
А у него винстрика не было, да? Это у другого паренька винстрик 11. Там винстрик забрали. Ай-яй-яй. Не трать яйцо, не трать яйцо. Но если б тебе сейчас дизраптор пришел. Ну поспешил, поспешил. Очень поспешил. И, кстати, по-моему, он там друида одного скипнул. Мог бы ничего апнуть, я к этому веду. Что ему сейчас надо? По сути, ему нужен посох 3-го тира. Закинет в кунку, у него будет 2 пары кунок появляться со всеми предметами и, соответственно, с посохом 3-го тира. А это, как мы знаем, очень много урона от его кораблей будет. 1 кунка хорошо с кораблями, но, как говорится, 2 намного лучше. А 3 так тем более. Ему бы, конечно, дизраптора найти в 2 звезды. Вот то, о чем я говорил. Корабли в никуда. Потому что святой инвокер, ну, так неплохо нагадил. Прям очень неплохо нагадил этот зловещий инвокер. Там есть маги-драконы. Но маги-драконы слабоваты. В принципе, я думаю, шар бездны ему не нужен. Понял. Доблестный щит ему упал. Чего? А зачем ты... А чё ты БКБ искал? Вот этого сейчас я не понял. А реально, почему ты БКБ искал? Ну, даже не то, что БКБ, почему ты искал предмет 4-го тира? Зачем? Рефрешер хотел найти? Ну, судя по всему, да, он хотел рефрешер найти. Иных догадок у меня тупо нету. Вот, кстати, смотрите, как Огр влияет еще в этой игре. Ну, инсектоид там слабый, он откиснет. А вот, кстати, маг-дракон. Но там дизраптор закастил свой сайленс, и все, и 3 кораблика прямо в цель, и минус маг-дракон. Ну, то, о чем я, в принципе, и говорил. А не, 1 хп остался. Кстати, минус 31 в табло прописал. Хорош. Цвету он не будет поднимать. А кунку почему не захотел 3 звезды сделать? Я бы на самом деле кунку бы сделал в 3 звезды. Да, я бы лишился дубликата, все такое, но мне кажется, кунка в 3 звезды мощно выглядит. Да, 3 корабля это, конечно, тоже сильно. Не, дизраптора не надо. Не... Ты что сделал, окаянный? Ты оставил мусорного инвокера, но дизраптора имбового ты скипнул. Зачем? Это же сайленс. Ты из-за этого мага дракона вынес в щепки. Ты бы вынес и всех остальных из-за этого. Если бы он у тебя собрался в 2 звезды, то там бы все, там, ну, финиталя комедия. Да. Марк. Не, ну ладно, инвокер сейчас затащил. Просто куда надо закатил свою способность. Но это бред. Ну... Окей, ладно. Хозяин-барин. Все. Хозяин-барин. Мне добавить нечего. Серьезно, нечего. Парень там вообще на первом месте играет через орков почему-то. Собрался себе энергию кунг-фу и собирает себе орков сверху. Зачем? Инсектоид вообще молчу. Вы посмотрите на инсектоида. 2 цветы, ЦМ-ка в 3 звезды. Что это? Что это за катки? Но посох 3-го тира ему нужен. Кровь из носа необходим. И рефрешер, кстати, тоже неплохо зайдет. На самом деле игра через дубликаты интересна. Ну и в целом кайфово.
Как это красиво выглядит, конечно, 3 корабля. Минус 35, сюда. Но это реально красиво выглядит. Мне самому нравится играть через дубликаты. Ну, блин, ну прям очень красиво выглядит. Хочет найти себе предмет 3-го тира, но не может. Не с чего ему перекрафтить. Ну, в принципе, и плевать. Ну, кстати, палку мог бы закинуть и в эмпресску. Ну, в принципе, ладно. Эмпресска сейчас не такая уж и сильная. Я приколюсь, если маг-дракон с 1 хп затащит игру еще. Ну, по идее, не должен. Ну, скипнуть дизраптора. Я считаю, скипнуть дизраптора это ошибка. Пусть это будет лично мое мнение. Если что-то в комментариях меня поддержите, если вы так же само, соответственно, считаете. Потому что мне кажется, это в действительности ошибка, и так делать не стоит. Дизраптор слишком сильный. Там еще, кстати, мартретка огромная собралась, 3 звезды. Это неприятно. Но. У него еще такой автомобиль летит. Вместо привычных кораблей. Вот, кстати, Дарксир. Ему надо Дум оставить. Дум ему поможет. Дум накинет, соответственно, свои сайленсы на всех и все. И пиши пропало. Ну и, кстати, ему нужен все-таки посох 3-го тира. Сейчас уже возьмет 10-й. Можешь, ну да. Только хотел сказать, можешь из инкама все равно выходить. Тут как бы на это плевать. Сейчас мобы. Сейчас будет прикол с инвокером. Вот обратите внимание. Сейчас будет та причина, по которой я инвокера ненавижу. Вот, смотрите внимательно сейчас. Сейчас он... Что он сейчас делает? Покажет фокус. У всех так мало хп осталось. Я думаю, игра надолго не затянется. До 35-го даже не доживет. Сейчас включил свои экстрасенсорные способности. Погнали. Ему бы сейчас очень хорошо пригодилась бы мастерская бума. Ему надо кучу предметов переделать. А не, кстати, инвокер накинула без руж. Ничего себе. Вот это прикол, конечно. Реликвию яиц взял. Да зачем тебе реликвия яиц, когда тебе так яйца падают? Тебе эта реликвия вообще не нужна. Серьезно. Но думов он не берет. Это плохо на самом деле. Я бы на его месте, конечно, думов бы взял. Дизраптора возьми. Ну почему ты так не хочешь этого дизраптора взять? За что? За что ты так с дизраптором? Ну дизраптор тебе... О, красавчик. Ты бы уже дизраптора себе собрал бы в 2 звезды, если бы не продавал бы. Короче, ладно. Нет так нет. Не надо тебе эти предметы. О, а это хорошо. Посох 3-го тира это отлично. Я бы даже сказал, это шикарно. Если ты поставишь мусорного некра, у меня к тебе будут большие вопросы. А вот, кстати, дизраптор. А, ну тут с БКБ ты хорош. Выкинул. Не выкинул, мага, прикиньте. Дизраптор вражеский зарешал. Вот так вот. С 1 хп парень живет. А у него 6 хп осталось. Как вам? Прикольчик. Омник это, конечно, сильно. Но Омник не дает гарантию, что тебя не пробьют. Да, у него есть БКБ, но у него не настаканный посох. Вот был бы дизраптор, было бы проще. Оп. Ладно. Ну, посох 1-го тира тоже пойдет. Да цветку убери куда-нибудь, она тебе в целом не нужна, эта цветка. Слишком близко ты ставишь всех персонажей. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы Омник накинул на всех баф. Но, как по мне, это лишнее. Там дизраптор, по-моему, в 2 звезды собрался, я не увидел, если честно. Так быстро перекинулся, что я аж не увидел. Так, раз кораблик полетел, 2 кораблик полетел. А 3-й кораблик где?
Или я его пролюбил? А, да, я его пролюбил. Полетели корабли. Уи! Ну, это прикольно выглядит, согласитесь. Кстати, походу он здесь не выиграет. Я надеюсь, конечно, он выиграет, но есть сомнения. Сомнения А, не, выиграет, нормально. Орк-жрец очень много наспамил. Все, минус сколько? Минус 44, нормально. Ну все, и маг-дракон остался. То, о чем я говорил, кстати. Остался маг-дракон. Опа. Можно, в принципе, оставить. Да. А что ты хочешь сделать? Шар бездны ты уже не найдешь. Сейчас маг дракон его вынесет. Сейчас нам дизраптор Сайленс накинет. Чекайте. Такая жизнь. Такая жизнь. Ты мог уничтожить этого мага в зародыше. Да. Обидная игра на самом-то деле. Очень обидная. У меня нет слов. Серьезно. Игра обидная максимально. План, конечно, у него был прекрасный, но он ставил инвокера превыше дизраптора. Это меня прям чуть не убило. И тоже всех кучно поставил. Марк, там огромная область действия раконцов. На будущее. Обращай на это внимание. Ты этого мага мог выкинуть. Но ошибка в том, что убрал дизраптора. Серьезно. Вот это прям критическая ошибка. Это та вот ключевая точка, из-за которой ты вот проиграл, к сожалению. Это прям обидно. Вот серьезно, катка была обалденная, но вот прям обидно максимально на этот счет. Не передать словами, насколько обидно. Надо было дизраптора оставлять. Инвокер это... Я в него не верю. И никому не советую. Бесполезный персонаж. Да, он там в моменте убил нужного персонажа вражеского, но такое бывает редко. А зачастую он даже руинит игры. Поэтому я рекомендую брать дизраптора. Есть и в игре дизраптор, его по-любому надо брать. Можно было бы даже тебе и шаманов поставить немножко. 3 шамана, в принципе, норм. По поводу пользы агра. На самом деле я не особо заметил пользу агра, но когда там была игра в долгую против эльфа, по-моему. Да, против эльфа. То импакт агра был максимальный. Прям заметно было невооруженным взглядом, насколько было жестко. Что еще в целом добавить по игре? Мне игра понравилась. Хорошая игра была. В некоторых моментах я, конечно, не согласен с ним. Но в целом каждый играет так, как он хочет, правильно? Мое мнение — посмотреть игру, сказать свое мнение, пережить эмоции. Мне игра понравилась. Вот, откровенно честно, игра мне понравилась. Хоть с некоторыми действиями я и не согласен, но игра в целом прикольная, классная. Ну и всем даю совет. Никогда в своей жизни против мага не ставьте кучно всех героев. Не ставьте кучно. Не надо так делать. Это ошибка. Даже если есть у вас омник. Ему надо время, чтобы закастить свою способность. А когда вы вот так вот всех кучно поставили, вражеский дизраптор такой: иди сюда, мой сладкий, сейчас я тебе сайленс на все лицо накину. Так что, ребят, не надо так делать. Не надо. Это самая распространенная ошибка. Да, ты играешь через дубликаты, да, все круто, все классно. Но обидная игра. Но в целом хороший камбэк в топ-2. Я это так даже бы назвал. Все отлично. Что еще такого добавить? Да, в принципе, и нечего ничего добавить. Я в течение игры, в принципе, все свои эмоции высказал. Так что... Ой, эмоции. Все свои мысли высказал. Все свои вопросы назвал. В общем,
Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поддержать этот ролик своим лайком. Если вы на меня не подписаны, то подпишитесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!